Так, ну вот, трансляция началась. Сейчас немного, буквально минутку подождем всех, пока все присоединятся, все, кто хотел поучаствовать в этой трансляции, и начнем общаться на тему клиентов на массаж из социальных сетей. То есть как массажисту создать поток клиентов из социальных сетей. Вот, буквально минутку трансляции займет ожидание всех, кто желает присоединиться, и мы начнем. Ну и сразу скажу, что трансляция не планируется длинной. Мы с вами обсудим все важные моменты и, собственно, вот в таком прямом эфире пообщаемся. Отвечу на вопросы, которые были в закрытом телеграм-канале, точнее в открытом телеграм-канале. Ну и, в общем, в живом формате будем общаться. Благодарю всех, кто нашел время присоединиться уже. Я смотрю, у нас 8 человек аж. Это очень-очень радует. Не займу много вашего времени. И, собственно, постараюсь дать максимальную пользу. Ну и обязательно смотрите трансляцию. Поделюсь с вами очень крутым лайфхаком для ведения социальных сетей, который сам для себя недавно открыл. И этот лайфхак абсолютно упрощает тему ведения социальных сетей. Вот. Ну и сразу скажу, что эта трансляция создана в поддержку моей новой программы по клиентам на массаж. О ней я тоже скажу в этом эфире. И, в общем, собственно, будет у всех информация. Ну, а сейчас, если не сложно, напишите плюсики или напишите, как меня слышно. Напишите «да, слышно», «нет, не слышно», как слышно, как видно. В общем, поставьте плюсы, пожалуйста, чтобы мне знать, что вы смотрите, что вы меня видите и слышите. А не просто я говорю в экран компьютера и, в общем, общаюсь с самим собой. Так, да, слышно, плюсик, о, супер, супер. Очень круто, когда есть обратная связь от вас, поэтому мы дойдем до вопросов. Я отвечу на те вопросы, которые были уже в Телеграме, и непосредственно новые вопросы тоже можно будет задавать. Вот, ну, давайте перейдем тогда к самой трансляции. Нас уже немного собралось, и начнем непосредственно обсуждать основную тему. Как массажисту создать поток клиентов из социальных сетей? И почему социальные сети такая проблема для многих людей? Почему же многие люди так сложно им дается эта тема, и почему они не знают, как привлекать клиентов. Вот, давайте сразу о проблемах массажиста. Массажу человек научился, допустим, недавно или давно уже практикует массаж, но периодически у него возникает такая проблема, что нет клиентов и нет постоянных клиентов. Это, мне кажется, абсолютно у всех, когда вроде клиенты есть, все хорошо, но потом раз и клиентов нет. Проблема в том, что нужно постоянно их привлекать. Откуда? Конечно же, из социальных сетей, потому что это абсолютно бесплатный инструмент. И такая проблема приводит к тому, что человек постоянно, максимально старается привлекать новых клиентов и не думает о тех, кто уже пришел. Вот как раз в моей новой программе, о которой я буду говорить, я не буду вам ее ни в коем случае навязывать, но в ней мы как раз будем разбирать тему, чтобы не как можно больше привлекать людей, а чтобы создать базу клиентов себе, чтобы собрать базу определенную людей и по ней уже непосредственно работать, чтобы у вас были постоянные клиенты, которые периодически к вам ходят, и вы с ними взаимодействуете, делаете им массаж, ну и непосредственно зарабатываете какие-то деньги. Вот. А как обеспечить себе, например, вот эту базу постоянных клиентов? Давайте с этого начнем, а потом уже подойдем к соцсетям. Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первое – это партнерство, то есть это оффлайн партнерство, где вы обмениваетесь с каким-то тем же мастером, который взаимодействует с вашими потенциальными клиентами, контактами, и непосредственно он вам направляет к вам направляет клиентов, вы направляете к нему клиентов, допустим. Либо это может фитнес-тренер, у которого ваши потенциальные клиенты, он также к вам направляет этих клиентов. Второй момент – какие-то визитки, то есть также может фитнес-тренер ваши визитки раздавать и так далее. Третий момент – это какие-то справочники, то есть в справочниках размещаться, чтобы привлекать себе клиентов и из них уже строить базу клиентскую. Ну и, естественно, четвертый момент – это социальные сети, это все возможные разрешенные и неразрешенные социальные сети, которые у нас сейчас есть и которые можно использовать и нужно использовать. И карты, поисковые системы и так далее. То есть вариантов очень много привлечения к себе клиентов, но сохранение клиентской базы
То есть собрать себе определенное количество людей, которые в дальнейшем периодически к вам ходят, и непосредственно вы с ними работаете. Здесь уже сложнее. Мы с вами взяли тему социальных сетей. Почему? Потому что а, тема социальных сетей одна из самых актуальных. Они у всех есть абсолютно, ну, практически у 90% людей есть какая-то страничка хотя бы в одной какой-то социальной сети. Это 100%. Но почему-то эта страничка заполнена какими-то историями из жизни, а, какими-то, не знаю, фотографиями с отпуска и так далее, котиками, собачками и прочее. Сейчас уже в 2023 году социальные сети, мне кажется, перестали быть личной страничкой. Для большинства людей социальные сети – это, естественно, рабочий инструмент, который нужно использовать. А массажист – это такой человек, который работает очень близко с человеком. И, естественно, взаимодействие вот это близкое на массаже, на массажном столе, в массажном кабинете, оно должно быть также и взаимодействие в социальной сети, потому что в социальных сетях мы очень близко с людьми взаимодействуем. Но есть люди, которые ведут свои социальные сети таким образом, что кажется, что они очень далеко, либо вообще не ведут свои социальные сети. Вот. И если говорить уже непосредственно о том, как массажисту вести соцсети, то тут есть некоторые базовые настройки. А, ну, то есть большинству людей непонятно, почему, как вести социальные сети, почему это так сложно. А, Первое – это упаковка, да, нужно как-то упаковать свою страничку в социальных сетях. Потом возникает вопрос, а где брать клиентов? Ведь у меня там одни знакомые и мои друзья. Третий момент, как презентовать себя, о чем писать, ведь столько всего, столько крутых специалистов есть уже, у которых очень раскрученные соцсети, а я вот такой маленький, кому я нафиг нужен. И в этом вся и проблема. Потому что многие люди думают, что знакомые, скорее всего, ко мне не пойдут, потому что знают, что я вот такой-то недавно научился и так далее. Но самая фишка в том, что в социальных сетях маркетинг работает не так. К вам не пойдут знакомые, к вам пойдут знакомые знакомых. То есть люди, которые наблюдают за вашей жизнью, за вашей страничкой в соцсети, они знают, что вы массажист. И когда к ним кто-то обратится например, с какой-то проблемой, говорит, у меня там болит спина или болит шея, то кто в первую очередь придет на ум вашему знакомому? Скорее всего, вы, который ведет страницу в соцсети, на которого он подписан, и скажет, вот сходи к нему. То есть здесь момент рекомендации работает. И таким образом работают непосредственно социальные сети. То есть мы не друзьям своим услуги свои предлагаем. Мы предлагаем друзьям друзей своих, друзьям подписчиков. И вот здесь важно правильно себя позиционировать, правильно упаковывать в социальной сети. Я сразу скажу еще раз, что социальные сети сейчас не для того, чтобы постить каких-то котиков, постить еду. Социальные сети в 2023 году 100% стали рабочим инструментом. Я потратил немало времени и денег на то, чтобы изучить это все, и проходил достаточно дорогостоящее обучение, и это очень-очень серьезный инструмент маркетинговый, наверное, один из самых основных. Поэтому социальные сети использовать для того, чтобы постить, что вы поели или куда вы съездили, это просто пустая трата времени. Это, во-первых, никому не интересно. Раньше было, да, выкладываешь фотографию какого-то места красивого, и тебе все лайкают, ух, как классно, ух, как красиво. Сейчас выкладываешь какую-то картинку, где ты был, и лайкает единицы, и то твои родственники. Поэтому, чтобы получать какой-то фидбэк от своих подписчиков, в социальной сети важно постить пользу. То есть люди заходят туда развлечься в первую очередь, для того, чтобы как-то отдохнуть, расслабить свой мозг, отвлечься от своих забот, их проблем. И второй момент – это узнать что-то полезное. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши социальные сети как-то полноценно работали, чтобы люди на вас подписывались, чтобы они за вами следили или даже ставили лайки, то нужно давать пользу и развлекать.
относиться к этому не как к тому, что вы вот сейчас я какой-то пост заумный напишу, и вот я покажусь таким профессионалом, специалистом. Нет, важно просто развлекаться, быть более простым. Со стороны все смотрится по-другому. Вы сами подумайте, когда вы вживую с человеком общаетесь или когда смотрите его соцсети. А если вы смотрите соцсети незнакомого человека или мало знакомого человека, то в жизни, потом его встречая, вы понимаете, что это совсем другой человек. Нет смысла сейчас постить что-то свое личное, какое-то вот, свои какие-то вещи. Важно постить развлечения и пользу. Польза– это основная тема. Вот. А мы, как массажисты с вами, наша задача– давать максимальную пользу. То есть, чтобы человек, посмотрев вашу соцсеть, что-то полезное для себя взял, что-то полезное для себя узнал. А как это делать, я чуть позже расскажу. А, вот. И как раз вам покажу этот инструмент, который можно использовать для соцсети, который я сам использую. И там не нужно много времени, чтобы придумывать длинный пост и заморачиваться на эту тему. Можно буквально там за 15 минут сделать пост и выложить его, он будет очень хороший. Вот. А дальше, что я хотел вам еще сказать. Тема постоянных клиентов у массажиста. Почему большинство людей постоянно заморачивается? Я вот научился на массажиста, отучился на массажиста, создал рабочую страничку. Теперь мне нужен таргет, чтобы подать рекламу, чтобы мои посты видели не знакомые, не мои друзья. Но я не могу подать таргет, потому что у меня нет лицензии. А чтобы получить лицензию, это нужно... Ну, то есть некоторые не могут получить лицензию, потому что не имеют медицинского образования и так далее. Но не суть. С лицензией гораздо сложнее. Что делать таким людям? А, И почему все время большинство людей, вот массажистов, направлено на поиск новых людей. Они постоянно ищут новый поток, а которые люди к ним пришли, они их никак не фиксируют. Вот он прошел, хорошо, отлично, и ушел. Прошел, ушел. И в конце месяца многие ребята, кто массаж начинает практиковать, они даже не знают, сколько у них было человек в этом месяце, не знают, сколько они заработали, и не знают, где теперь их клиенты, где их кто к ним приходил на массаж, почему они вот сделали массаж, и человек ушел. Вот. И это самая главная ошибка, потому что в первую очередь нужно ориентироваться на тех, кто ходит постоянно. Это может быть 10 человек, может быть 50 человек, 100 или даже 500 человек, или 1000 человек. Но один человек вам ходит регулярно каждый месяц, например. Другой человек ходит раз в 3 месяца, третий раз в полгода, а четвертый там не был у вас 2-3 года, а потом появился. У меня есть такие клиенты. Когда нарабатываешь себе постоянную клиентскую базу, потом не нужно мучиться с постами, не нужно постоянно что-то выкладывать, что-то постить, чтобы привлекать, какой-то заморачиваться с таргетом, договариваться с тем-то, чтобы сделал тебе коллаборацию какую-то рекламную. Этого ничего не нужно, потому что у вас есть клиентская база, база клиентов, которые к вам уже были, которые у вас уже были и с которыми вы можете полноценно взаимодействовать. Вот именно над такой темой мы и работаем уже 4 месяца. То есть у нас будет, то есть у нас стартует курс по клиентам на массаж, где мы разбираем все абсолютно инструменты и говорим о том, как привлекать клиентов и делать из них постоянных. То есть не только постоянное привлечение, но и превращение постоянных клиентов, точнее, превращение потока клиентов в постоянных клиентов. Под этим, под этой трансляцией есть ссылка на предсписок в мою новую программу. Я вам ее ни в коем случае не навязываю, места в ней ограничены, но кому актуально, вы можете по этой ссылочке кликнуть, перейти в Telegram и непосредственно попасть в предсписок. И для тех, кто будет в предсписке, вы можете не покупать ничего, вы просто посмотрите, изучите, что там будет, какая программа и на что она нацелена. И для этих людей, кто будет в предсписке, будет скидка 10% на эту программу. Стартует она 24 сентября. Вот. Кликните, и мы сейчас с вами продолжим. А я пока посмотрю, что вы пишете, и мы непосредственно начнем уже взаимодействовать. Вот, в комментариях, кстати, тоже есть ссылочка на этот предсписок.
Сколько лет вы работаете массажистом? Уже с 2012 года, уже 11 год работаю массажистом и еще обучаю массажу с 2016 или 2017 года, если я не ошибаюсь. Так, ну вот тут по сарафанному радио. Да, сарафанное радио тоже отличная тема, потому что в онлайне сейчас очень много предложений, а в оффлайне этих предложений меньше. Вот тех клиентов, которые приходят к вам с сарафанное радио, вы куда-то фиксируете, куда-то записываете их, как-то ведете их в дальнейшем, работу какую-то проводите над тем, чтобы эти клиенты возвращались к вам еще. И каким способом это можно сделать? Вот об этом мы как раз и говорим, будем говорить в программе по клиентам на массаж, о том, как удерживать клиентов постоянно, ну и делать из потока клиентов постоянных. Потому что на потоке работать это очень сложно. Вы устанете постоянно привлекать себе клиентов. Лучше наработать клиентскую базу и по ней уже непосредственно работать. Ну, вот пишет, а через сколько начало работать ваше сарафанное радио? По моим подсчетам, стабильно через 1,5 года. Ну, это зависит от того, как вы работаете уже с первого клиента. Если вы с первого клиента делаете правильные действия, которые приведут в дальнейшем, что этот клиент будет вас рекомендовать, что он будет как-то дальше вас продвигать среди своих знакомых, то, естественно, сарафанное радио начнет работать раньше, а не через 1,5 года. Поэтому здесь не важно, сколько лет оно работает, важно, как оно работает. А, 50 килограмм мужчина, 90 килограмм техники. Как девочке-массажисту в 50 килограмм проработать мужчину, в 90 килограмм какие техники использовать? Да все те же самые. Я на своих обучениях рассказываю, что вы почему думаете, что массаж– это то, что нужно в тесто человека превратить? Основные действия, основной принцип работы массажа какой? Создать раздражение нервное для того, чтобы получить ответную реакцию от организма. Обязательно нужно по человеку ходить ногами, бить его там какими-то тяжелыми предметами, если он большой, чтобы получить ответную реакцию в виде там расслабления, повышения тонуса, либо понижения или повышения тонуса, или там улучшения микроциркуляции. Нет. Для этого нужно правильно повзаимодействовать с правильной последовательностью. Не обязательно мужика большого сильно, жестко разминать. Нужно правильно, последовательно его помять, даже легонько, и эффект уже будет. Поэтому не факт, что нужно какую-то другую технику использовать. Используйте ту же технику, но с другой последовательностью. Я 6 лет работаю, и все страшно первый массаж делать клиенту. 2, третий нормально, но самый первый прям теряюсь. Все это нормально? Да, это нормально. Просто вы относитесь к этому вот как к игре какой-то, что первый массаж– это вызов. Ну и чуть убирайте важность. Вот я, видите, прямой эфир немножко тоже начал как-то суетливо, потому что важность этому придал, что сейчас придут люди, мне придется им в прямом эфире что-то говорить, а я вообще интроверт такой, что мне проще записать ролик на видео, потом его смонтировать, убрать все лишнее и выложить. А вот тут я в прямом эфире как есть, и мне, конечно, с вами тоже достаточно сложно взаимодействовать, потому что я много важности этому придаю. И вы, скорее всего, точно так же придаете много важности там, первому этому сеансу, что придет человек, а вдруг вы ему не поможете, а вдруг что-то он спросит и поставит вас в неловкое положение. Это чистая психология, которая у нас заложена с древности. Она нас оберегает от опасности. Также здесь у вас вы, скорее всего, пытаетесь так, ваша нервная система пытается вас так защитить, чтобы мало ли этот придет человек на этот первый сеанс, а вдруг он опасен, а на второй, третий сеанс уже нормально, потому что на первом вы понимаете, что он не опасен. Вот. А это хорошая идея, что первый массаж для нового человека делать по его цене, то есть по ощущениям, а не по фиксированной цене. Нет, это плохая идея. Вы человека поставите в неловкое положение, он не будет не знать, сколько вам заплатить, и, скорее всего, не пойдет. Он побоится заплатить вам мало, ну и, может быть, побоится заплатить вам много. И не обидеть, и, ну, нет, цена должна быть фиксированная. И цена не должна быть маленькая, потому что тут тоже работает психология, потому что если у вас цена маленькая, значит, вы себя не цените. Вы много времени проводите, и, скорее всего, в дальнейшем вы даже и не будете работать, потому что задешево, ну, какой смысл вам работать, если вы можете заняться чем-то другим и заработать больше.
более эффективно провести свое время. Это же обмен энергией. Вы отдаете энергию в виде массажа, получаете энергию обратно в виде денег. Но смотрите, какой момент, который мы тоже на программе обсуждаем. Тема в том, ой, потерял мысль. А, сейчас, подождите, полез в телефон и потерял мысль, хотел сказать очень важную вещь. Не могу вспомнить, ладно. Вспомню, скажу. Не надо бояться первого сеанса массажа, потом пойдет как по маслу. Но отработать надо на 5 с плюсом. Согласен. Пойдет как по маслу 100%. Отработайте некоторое время и поймете, что ничего опасного нету и в тех людях. И важно себя тоже еще настроить перед сеансом массажа, что люди не опасны. И те, кому вы не сможете помочь, скорее всего, к вам не пойдут. К вам пойдут только те люди, которым вы точно сможете помочь. Расскажите, что выкладывать в соцсетях, чтобы вызвать интерес к массажу у людей. Так я же только что рассказал, что давайте пользу и развлекайте. Все. Меня не Андрей зовут, Николай. Но фамилия у меня Андреев, поэтому меня многие Андреев зовут. Немного о ценовой политике научите нас. Ценовая политика. Не делайте дешево. Делайте средний ценовой сегмент выбирайте, потому что многие люди в среднеценовом сегменте находятся. Сильно дешево будет подозрительно, что вы не профессионал. Сильно дорого, скорее всего, не каждый человек себе может позволить. Цена должна быть чем-то обусловлена, может быть, каким-то престижным вашим салоном, может быть, каким-то сервисом супер крутым. Ну, а если вы в среднем ценовом сегменте, то вопросов к вам никаких нету. Лучше посмотреть в вашем регионе верх рынка, низ рынка и поставить цену посередине. Ну, ориентируйтесь на час вашего рабочего времени. То есть сколько за час вы ставите ценник, также и по сеансам разбиваете. Массаж после травмы полезен как реабилитация? Полезен, конечно. То, что вы не цените себя. Да, себя надо ценить, иначе счастья никого не будет. Будете работать, мало зарабатывать, ничего с этого не получится. Так, теперь давайте, ну вот вы пишите вопросы, если у вас возникают, я на какие смогу ответить, на те отвечу. А сейчас вопросы будут из а, телеграм-канала, в котором под постами задавали люди, и я на них обещал ответить в прямом эфире. Сейчас вот здесь еще нормально ли, что я не хочу делать массаж отдельными кусками, типа 500 рублей ШВЗ, 300 рублей голова и так далее, а только, например, спина, ноги или общий? Ну и не ставьте себе прайс, если не хотите делать отдельно массаж. Поставьте то, что хотите делать. Не знаю. Делайте только то, что хотите. То, что вы не хотите, вы будете делать плохо или и как-то не от души. Поэтому вы старайтесь абсолютно все делать то, что хотите. И прайс также выставляете, сколько хотите. Не так, что вот там, а вот у моего конкурента столько, а я поставлю столько. Нет, вы поставьте столько, сколько хотите брать. Не отгонит ли это людей, что мало выбора? Да не отгонит. Ну, не делайте сильно мало выбора. Там, не один массаж, не два. Сделайте хотя бы 5-7. Разработайте прайс. Ну, либо можете вот перейдите по ссылке, зайдите к нам в телеграм-канал, и там есть уже уроки, которые, может быть, вас наведут на мысль, как это все упаковать. Ну и на большой программе мы, конечно же, будем об этом говорить. О том, как составить прайс, какие темы туда, какие массажи туда добавить. И что человеку максимально было понятно. Но тема выбора – это очень сложная вещь в последнее время, потому что у нас с вами сейчас выбора очень много во всем. Что посмотреть, какое кино посмотреть, что купить, куда сходить. У нас абсолютно много выбора. И если в массаже у вас тоже слишком много выбора, то человеку его сделать сложнее. Я уже, по-моему, говорил в предыдущем прямом эфире об этом, что не давайте человеку много выбора. Он должен чем меньше выбора, тем легче ему его сделать. Поэтому не делайте слишком много услуг и не делайте слишком мало услуг. Сделайте посередине, чтобы человеку было проще определиться. Об этом мы тоже будем говорить на моей программе. Как снимать усталость после пальцев после плотного рабочего дня.
Да, можете какие-то ванночки парафиновые, какие-то гимнастики, массажеры есть. У меня тоже есть видео на эту тему. Ну, старайтесь работать правильно, еще и правильную технику применять, использовать вес тела, чтобы не только пальцами работать. Хотя, конечно, есть определенные техники, где пальцы очень сильно нагружены, но и не ставьте сеансы массажа так, где у вас руки максимально нагружены. Старайтесь их расставлять, чередовать, чтобы у вас не только пальцы уставали, чтобы вы работали разными группами мышц. Я всегда предлагаю массаж по запросу клиента. Ну да, согласен, но иногда клиент не знает, чего хочет. У него вот что-то там такое, что-то хочет, не знаю, что хочу. Особенно у женщин такое часто бывает. Что-то хочу, но не знаю, что хочу. Да, сомневаюсь, спящих подарок. Николай, сколько делать по времени перкуссионный массаж руками и пистолетом перкуссион? Ну, у нас сегодня не очень та тема, где мы обсуждаем техники массажа. Знаете, какой прикол? Мы создавали телеграм-чат зимой. Мы туда старались по техникам массажа все разбирать. Но почему-то, когда я вел там прямые эфиры, люди многие просили а подскажите, как вести соцсети, а подскажите, как продвигать себя, какой прайс составить. Сегодня у нас тема по продвижению соцсетям, но люди спрашивают по техникам массажа. Вот такой вот парадокс. Поэтому тема отдельная, перкуссионный массаж– это не тема сегодняшнего разговора. Сегодня мы говорим про соцсети, мы говорим про то, как привлекать клиентов. И самое главное, мы говорим про то, как сделать постоянных клиентов, потому что постоянные клиенты– это основной источник дохода массажиста. Вот. И возвращаясь в тему социальных сетей, я вот сейчас немножко уже расслабился, мне стало полегче общаться и мысли свои как-то структурировать. А, а, Постоянный, вот, и опять вылетела мысль из головы. Постоянные клиенты– это основная история, к которой стоит стремиться массажисту. Ну и чтобы социальные сети массажисту было вести легче, нужно убрать настрой на деньги. То есть вы, когда пишете посты, когда делаете какие-то публикации, когда привлекаете к себе клиентов, перестаньте думать только о деньгах. Потому что люди думают, что вы вот когда даже сами думаете, что вы что-то впариваете, что вы человека что-то привлекаете его, купи, купи, что вы ему что-то такое ради денег делаете. Но если глубоко копнуть и настроить себя на то, что вы не деньги зарабатываете, вы пользу даете людям, вы пытаетесь человеку помочь, сделать мир здоровее, сделать мир красивее. И тогда ваша психология перестраивается, и вы уже посты эти пишете не для того, чтобы денег срубить с вашего клиента, а для того, чтобы пользу какую-то принести этому клиенту или клиентам. И задача вот как раз-таки нашей программы, которая говорит о том, как сделать постоянную базу клиентов себе в любом городе, по сути, принцип везде один и тот же. Задача донести до человека идею в том, что массаж, он необходим как физкультура, как гимнастика, как чистить зубы, что на массаж нужно регулярно ходить, потому что человек сейчас живет в очень экстремальной среде. Она экстремальна и психологически в первую очередь, потому что у нас очень большой стресс идет, и постоянная нагрузка на психологию на нашу присутствует. И во-вторых, физически у нас либо чрезмерная физическая нагрузка, если человек работает там физически, либо полное отсутствие этой физической нагрузки, гиподинамия. И все это в комплексе приводит к проблемам. И люди думают, что да, я пойду в тренажерный зал, там как-то буду тренироваться, тренировать свои мышцы. Но кроме этого человеку также требуется массаж. И вот наша основная с вами задача в программе, которая стартанет 24 сентября, дать клиенту понимание правильно и правильно клиентов привлекать, чтобы они становились постоянными клиентами. Вот. Давайте еще раз по вопросикам пробежимся. Очень интересно, мне очень нравится общаться с вами, поэтому пишите побольше. Как быстро согреть руки после горячей воды? Руки быстро остывают от движений, гимнастики. Нет быстрого согревания, только если быстрым растиранием. Ну да, быстрым растиранием зажимаете между коленей, сдавливаете сильно и греете. Вот, работает ли, по теме пошли вопросы, работает ли уличная реклама, объявления на остановках и подъездах? Она работает, но она больше имиджевая реклама, то есть она дает касание. Если человек увидел в лифте или где-то на остановке вашу рекламу,
потом зашел в соцсети, увидел вашу рекламу, потом еще где-то увидел на "Ютубе", например, вашу рекламу, то да, она работает. Человек понимает, что вы тот, к кому он обратится в первую очередь, когда у него что-то заболит. Поэтому, конечно, работает, но нужно тестировать. Обязательно нужно понимать, сколько вы вкладываете в эту рекламу и какой ответ получаете, какой фидбэк от нее идет. Но прежде чем платные какие-то методы использовать, нужно использовать сначала все бесплатные методы рекламы. А их очень много. И соцсети– это один из основных инструментов бесплатной рекламы. Я делаю массаж без сертификата уже давно, смотрю онлайн, что нужно сделать, чтобы получить сертификат. У меня получается, но из-за сертификата не делаю, и люди обижаются. Э, Ничего не понимаю, что значит, но у меня получается, но из-за сертификата не делаю, и люди обижаются. Да при чем здесь сертификат? Сертификаты здесь у всех массажистов, у 90% массажисты сертификаты и дипломы о медобразовании и так далее лежат вон в шкафу и достаются очень-очень редко, только когда в шкаф полез зачем-то, там достал его, посмотрел, вспомнил. Главное не сертификат, главное ваше намерение и действие. Поэтому не знаю, почему люди на вас обижаются. Николай, нам с вами очень комфортно. Мне с вами тоже, я вот сейчас расслабился, как уже сказал, мне тоже с вами хорошо. За 4 года по сарафанному радио, и все абсолютно, все стали постоянны. Вот и отлично. И работайте по постоянным клиентам. Да, и нарабатывайте постоянных клиентов, и никуда не отпускайте. Каждого клиента, кто к вам приходит, нужно обязательно переводить в постоянного клиента. Использовать определенные инструменты, которые позволят вам в дальнейшем его не терять. Вот, да, согласна. Не ради денег, а несу пользу, помогаю человеку. Конечно, вот это сразу создает легкость. Вы никому ничего не впариваете, никого не обманываете, вы людям помогаете реально. И, ну, покажите мне того человека, кому нехорошо на массаже, кому не кайфово лежать у вас на кушетке. Нет таких. Но момент в том, что они не знают, что у вас на кушетке так кайфово, так хорошо. Николай, как часто вы сами на массаж ходите? Ну, врать не буду, не часто. Почему-то вот так получается. Сапожник без сапог. Но периодически бываю на массаже, очень люблю. Но сегодня был на таком легком массаже поясницы. Да, в первую очередь работа со стрессом. На моем начальном опыте визитки на остановках рынке совершенно не работали. Ну, может быть, да. Смотря какой рынок, какая остановка и какие визитки тоже. Смотря какие визитки. Чужой город, никого не знаю, на месяц набрать себе клиентов 4-5 человек в день, если да, как сделать? Ольга Ренард. Ну, по ссылке перейдите и заходите к нам в предсписок. Я думаю, что абсолютно легко можно сделать в любом городе. Все зависит от человека, от его настроя, от его окружения, в котором он находится. И непосредственно вполне реально можно в другом городе это все делать. Принцип работы везде один. И услуги, они сейчас набирают обороты во всех городах, и в больших, и в маленьких. Приезжают ко мне учиться с маленьких городов, где у них там два-три массажиста на весь город, и они непосредственно туда вкладывают, собираются открываться. Напоминать ли клиенту о себе? Конечно, напоминать, но не навязчиво. Через соцсети, через рассылки и так далее. Навязчивая реклама никому не нравится, она всех раздражает и бесит. Вот эти звонки, вот эти вот какие-то вечные поздравления, рассылки в почте и так далее. Нет, реклама должна быть ненавязчивая. Ну вот, например, спросить могут, где я обучалась, у меня нет сертификата. Ну и что, это вас пугает, что ли? Если вы будете делать круто, человек спросит, где вы обучались, скажете, да вот самообучение. Ну сходите, обучитесь, получите сертификат, пройдите онлайн обучение, получите сертификат. В чем проблема? Скажите, что у меня обучались. Вот сейчас же обучаемся мы. Я у вас, вы у меня. Так, В общем, смотрите, я сейчас вернусь к вашим вопросам. Я все-таки собирался ответить на вопросы, которые у меня в телеграм-канале. Давайте с них и начнем. Вот первый вопрос. Что необходимо сделать, чтобы вновь прибывшие клиенты не уходили, а становились постоянными? А, В первую очередь нужно вести клиентскую базу. Без клиентской базы они будут приходить и уходить. Обязательно вести учет клиентов, кто когда был, в каком месяце и так далее. Вот. Ну, о клиентской базе, о работе по клиентской базе, опять же, в моем телеграм-канале.
Я не навязываю вам его, но в программе эта тема будет. Как вести клиентскую базу. Это одна из основных тем, потому что без правильной системы ведения клиентской базы вам постоянных клиентов не набрать. Они будут все уходить у вас. Даже если вы какую-то Excel заведете таблицу, там все перемешается, все будет теряться, ничего не поймете. Дальше. Как выделиться на фоне массажистов с медобразованием? В моем жилом комплексе их подавляющее большинство. Я возрастной начинающий массажист. Вот такой интересный вопрос. Так как легко? Вот этим и выделитесь, что вы возрастной, что вы возрастной массажист, потому что ваши потенциальные клиенты – возрастные люди. Возрастные люди пойдут к вам, потому что они, во-первых, вас не стесняются, и вы ближе по возрасту, ближе по состоянию ментальному. Вы с ними будете на одной волне общаться. Поэтому, а то, что медобразование, сейчас массаж уже, медобразование, он ни с кого не спрашивает. Большинство массажистов работает со здоровыми людьми. Люди без диагноза, ну, фактически это здоровые люди, с которыми вы можете работать без медицинского образования. Но человек с заболеванием, конечно, ему придется отказать без медицинского образования. Но, опять же, вы можете также и не отказывать. Массаж, он один у всех. Не стоит делать из массажа что-то такое. Это не операцию хирургическую сделать, это массаж, который может человек делать любой абсолютно, понимая физиологию, анатомию и зная определенные правила массажа. Поэтому медицинское образование для работы с симптомами, скажем так, да, без диагноза, без заболевания не обязательно. То есть болит у человека шея, не обязательно медицинское образование, чтобы его делать. Не обижайтесь, массажисты, кто с медобразованием, но оно так и есть. Я встречал очень много людей, кто там даже с высшим медобразованием, но массаж делают посредственный. И встречал людей, кто там без медицинского образования, они делают очень хорошо массаж. Здесь от человека зависит, а не от медицинского образования. Следующий вопрос. Какой прайс-лист устанавливать в своем регионе? Как я уже сказал в начале еще эфира, что посмотрите вверх рынка, посмотрите низ рынка и поставьте посередине. Либо выбирайте уж верх рынка, если вы делаете массажные услуги на высокий сегмент. Ну а если вы принимаете где-то на дому, в каких-то таких не очень хороших условиях, то поставьте низ рынка. Но если у вас кабинет, вы серьезно намерены, настроены, то ставьте среднюю ценовую категорию. Зайдите на Авито, зайдите куда-то в интернет, там, в справочники, в Яндекс.Услуги, посмотрите, какие цены в вашем городе и ставьте среднее. Столько же поставьте, не дешевле. Не стоит вот ориентироваться только на цену, нужно все равно ориентироваться на себя, на свои ощущения. Неохота вам делать за копейки, не делайте. Делайте за то, что вот вы сделали, получили за это какую-то сумму денег. Вот получили кайф. Все, вот за столько и делайте. А если вы сделали массаж, получили какую-то там маленькую сумму денег и вы чувствуете, что, блин, что-то как-то мне даже и на поесть не хватит, то не стоит так делать, это ни к чему хорошему не приведет. Дальше. Как справиться с неуверенностью? Еще учиться или начинать с того, что умею, и постепенно пополнять свои знания? А, Еще учиться однозначно, потому что знания будут добавлять уверенности. И, естественно, практиковать то, что умеете. Неуверенность – это все психология, это все страх. Страх, то, что что-то спросят, а вот нет сертификата. Спросят, что же делать? Ну, чё, сказать человеку, ну, нет сертификата, я самоучка. Ну, тут без вариантов. Но неуверенность – это, опять же, страх. Нервная система нас защищает, нас спасает и пытается нас как-то уберечь. Это все психология древняя. У меня даже ролик есть «Психология массажиста» на канале о этой теме. Дальше идем. Следующий вопрос. Как сохранить свое здоровье массажисту? Ну, здесь очень много разных технологий, очень много разных гимнастик, зарядок и всего остального, если так говорить, да. Но в любом случае организм наш изнашивается. И для того, чтобы в хорошей форме себя поддерживать, сохранять свое здоровье, конечно, нужно за ним следить. То есть в первую очередь самое дорогое у человека – это он сам его тело, его физиология. Поэтому тренировки, гимнастики, различные процедуры оздоровительные – это все нужно делать. Я, например, занимаюсь спортом. Бегом занимаюсь, зимой плаваю в бассейне. Не представляю себе, как работать в плохой физической форме, потому что делая массаж, ну, массаж – это физический навык, физическая работа, и если ты в плохой физической форме, ты после
рабочего дня просто умотанный. Но если ты в хорошей физической форме, выносливый, ты работаешь вообще налегке, даже не потеешь. Поэтому тренируйтесь, и тогда будет хорошая физическая форма, и здоровье будет сохраняться. Организм будет устойчивее к нагрузке. Насколько возможно стать востребованным массажистом без медобразования? М, Делайте хорошо свою работу. Медобразование, я уже сказала, но нужно, если вы работаете в клинике, если вы работаете в больнице, работаете с больными людьми, но если вы работаете самостоятельно, либо где-то в салоне красоты, в студии массажа, в фитнес-клубе, вы работаете со здоровыми людьми, у них нет диагноза, у них нет заболевания, поэтому вы можете стать востребованным массажистом без медобразования. Вот и все. Главное не бояться. Очень хочется узнать, как новых клиентов оставить постоянных. И еще такой вопрос. Как сохранить руки после сеанса? Очень болят кисти рук и пальцы. Ну, о том, что как сохранить, мы уже говорили. Вести клиентскую базу обязательно. Вести расписание где-то в календаре, не в тетрадке, потому что календарь будет сохранять в телефоне или где-то в компьютере, Google календарь или еще какой-то там другой календарь. Все это будет вести в вашу клиентскую базу, все это будет сохранять ваших клиентов. Но обязательно ввести клиентскую базу, которая будет превращать постоянных клиентов в дальнейшем, ой, превращать клиентов в постоянных клиентов. Ну и руки болят после сеанса. Возможно, что-то делаете не так. Возможно, нужно поработать над техникой массажа, может сходить куда-то поучиться. Как правильно составить свою рекламу не медик, чтобы была привлекательной для клиентов при конкуренции уже практикующих массажистов? Вот интересный вопрос. Как выделиться? Да, вот в соцсетях очень много массажистов на Авито и так далее. А как среди них выделиться? Думайте, как ваш клиент. Когда вы заходите, что-то выбираете себе, да, вы на что обращаете внимание? Первое, на визуал. Вот если провести аналогию с кино, да, как вы выбираете кино? Вы смотрите визуал, то есть какая картинка, смотрите, какие оценки. Вот так же и здесь. Сделайте хорошие фотографии, сделайте хороший визуал, чтобы он отличал от тех фотографий, чтобы он отличался от тех фотографий, которые есть у ваших конкурентов. И, естественно, напишите, попросите написать вам отзывы. То есть отзывы, оценки ваши, хорошие фотографии качественные – вот залог успеха. То есть это будет вас отличать от других массажистов. Какими приемов девушки в 50... О, это, кажется, ваш вопрос, да? Мы на него уже ответили, что не в приемах дело, а дело в их последовательности, в правильном выполнении. Абсолютно так же делается массаж крупным людям, ну, больше усилий добавляем. Но самое главное – это получить ответную реакцию от нервной системы. Я уже в прошлом эфире, по-моему, эту тему поднимал, да? Если по стопе провести рукой, ну, вот моя рука, представим, что это стопа, плотно рукой провести, да, почувствует человек определенные ощущения, ответная реакция будет у нервной системы на эти манипуляции. И проведите перышком легко. Когда будет сильнее ответная реакция? Естественно, во втором случае, хотя не было такого плотного контакта, был совсем легкий контакт, который привел к очень сильной ответной реакции. Также и ваш массаж. То, что вы выполняете определенные манипуляции на ткани, даете раздражение, мы их делаем с целью получить ответную реакцию. Поэтому девушка, правильно выполняя массаж, правильно делая манипуляции, делая массажные приемы, может дать ответную реакцию хорошую у мужика в 90 или в 100 килограмм. Как давать рекламу в ВК-таргет без лицензии? Никак не давать рекламу в ВК-таргет. Но ВК-таргет, я опять же говорю, что это уже платная реклама, инструмент, это уже далее. Сначала лучше использовать бесплатную рекламу, использовать то, что можно без таргета. Ну и сразу сюда такую тему добавим, что не нужно создавать себе страничку какую-то рабочую. Используйте свою личную страничку. Она вам не нужна для того, чтобы постить какие-то свои личные фотки. Никому это абсолютно не интересно. Создайте лучше себе отдельно личную страничку, добавляйте своих друзей и туда постите фотки, если так хотите, личные. Сделайте ту страницу, которая уже есть у вас в социальных сетях, рабочей страничкой, и размещайте там рекламу. Не важно, что вас смотрят только ваши знакомые и близкие. У ваших знакомых и близких
есть знакомые, друзья и так далее, которые могут им задать вопрос о том, что нужен массажист, и тогда они посоветуют вас. Вы должны для всех быть массажистом, например. Если вот занимаетесь массажем, серьезно занимаетесь массажем, а не так, чтобы ради прикола. Поэтому ВК-таргет – это уже платная реклама, а бесплатная реклама – это ваша личная страница в социальных сетях. И как ее вести – это уже тема нашего обучения. Но я сказал, что я вам дам инструмент очень крутой, который позволяет вести социальные сети вот так, в один клик. 15 минут, и все, у вас посты на пару дней готовы. Дальше. Как выйти на высокие чеки, осознанную и платежеспособную аудиторию? Здесь момент в том, что когда вы создаете свои посты в соцсетях, пишете какую-то рекламу, рассказываете о чем-то, вы должны уже в первую очередь понимать, кто ваш потенциальный клиент. На каждого клиента есть своя реклама. То есть каждый человек будет цеплять ту идею, ту рекламу, которая ему, как бы это объяснить-то, которая будет ему по, ну, скажем так, по финансам. Если вы пишете для людей, которые ходят там за низкий прайс на массаж, это одни посты. Если вы пишете посты, которые ходят для среднего прайса, это другие абсолютно посты. Ну и посты для высокого чека – это совершенно другие посты. И они в других соцсетях, в определенных. Поэтому здесь важно именно думать как человек, который собирается прийти на массаж задорого, а не тот, кто ищет по скидке постоянно. Купоны и прочие вещи – это не ваша история. Давайте я еще раз немного почитаю ваши вопросы. И еще раз вам скажу, что в описании к этой трансляции есть ссылочка в предсписок на мою супер крутую программу. Я вам серьезно говорю, я ее делаю не для того, чтобы там что-то заработать денег и так далее. Я ее делаю для того, чтобы помочь ребятам, кто у меня учился. За эти года собралось очень много ребят, которые массажу научились у меня, но кому это делать массаж, не знают. То есть у них там, они открывают свои кабинеты, начинают там какую-то рекламу давать, и к ним идут люди, потом это все сначала работает, потом не работает, и получается каша. Поэтому я хочу этим людям помочь, этим ребятам, кто у меня учился, сделать для них крутой продукт, который позволит им в дальнейшем работать и зарабатывать, помогать людям и делать мир здоровее и счастливее. Поэтому по ссылке к этой трансляции, тут прям 3 ссылки закреплено, вы можете перейти и в предсписок попасть. Дальше смотрим. Новичку лучше советуют начать с найма или сразу работать на себя. Здесь, как вы. Вот если вы не уверены, что сможете самостоятельно, идите в найм. Если вы уверены, если у вас есть эти предпринимательские какие-то жилки, то идите самостоятельно, работайте, изучайте, смотрите мои видео на ютубе, там есть по тому, как выбрать массажный кабинет, где его открывать лучше и так далее. Очень много информации есть на ютубе бесплатной. Поэтому все по вашему усмотрению. Хотите – делайте самостоятельно. Не хотите – идите поработайте в найм. Вот у меня приходят некоторые ученики и говорят: я вот только в найм. Мне вот это писать посты, мне вот это вести расписание нафиг не надо. Я пришел, отработал и ушел. Мне вот так проще работать. Ну, и там есть плюсы. Но как вам расти в дальнейшем, тут вам смотреть, как вам жить, там график у вас рабочий. Вы также, когда самостоятельно работаете, сами график свой определяете. Но когда работаете на кого-то, непосредственно вам определяет график ваш работодатель. Практиковали расклейку рекламы на подъездах или другие варианты надомной рекламы? У меня очень самой рекламе не доверяю. Какие есть нюансы, как можно найти клиента на своем районе? Мы делали в лифтах рекламу. Когда у нас еще 3 студии массажа было, мы запускали рекламу в лифте. Там же был какой-то, по-моему, если не ошибаюсь, промокод. И чтобы отслеживать, как у нас реклама в лифте работает и непосредственно сколько людей оттуда приходит. Потому что реклама в лифте, она не дешевая, скажем так. И да, работала. Вполне себе можно пробовать. Оффлайн реклама хорошая. Как найти больше клиентов, если работают массажисты только на дом? Если работаю массажистом только на дом? Ну, сделайте в своем доме, в домовой чат рекламу какую-нибудь классную, презентацию, что вы вот массажист, который работает дома, и людям не надо никуда ехать, они вот
С одного подъезда вышли, в другой зашли к вам. Вот попросите, ну, сделайте кому-то массаж, кто сможет вас порекомендовать непосредственно, не вы в том же чате, и все. Вы даете рекламу, человек пишет: "Да, я ходил, все классно". Вот ваша реклама. Попал в прямой Дмитрий Карольский. Попал в прямой эфир и кайфую. Ну, супер. Я тоже кайфую на самом деле. По вашим методам все получается, все легко и непринужденно. Супер. Ой, не начинайте с найма, только прием, потеря времени клиентов, но все равно искать не будут. И отношение скотское к работникам везде лучше в салоне снять кабинет. Ну вот у кого-то такой опыт, у кого-то опыт в найме хороший. Здесь как повезет, как попадете. Но обязательно, конечно, смотрите на работодателя, смотрите, какие условия он предлагает, и не прогибайтесь под условия. Вы вот работаете за такой прайс, и вы не согласны на меньшее. Дальше. Неправда. Кто с медицинским образованием всегда в приоритет. Ну, почему так происходит? Почему он в приоритете, кто с медицинским образованием? Ведь у него не написано, что он с медицинским образованием на лице или на голове где-то. Может быть, да, в приоритете где-то в дальнейшем, где-то психологически ему легче презентовать себя, потому что он уверен, я медицинское образование у меня есть. Но по факту он делает то же самое, может, с каким-то отличием незначительным. Когда наработали людей на 3-4 недели вперед. На дому стоит работать, когда наработали людей на 3-4 недели вперед. Да, не обязательно. Наоборот, надо, если вы уже нарабатываете на 2-3-4 недели вперед клиентов, то пора уже перебираться куда-то в более серьезное место, повышать прайс и дальше работать уже за другой, за более высокий прайс, а не на дому сидеть. Развитие нужно. Нужно постоянно куда-то двигаться, нужно постоянно стараться вырасти. Обязательно иметь свой кабинет или дома тоже можно работать? Дома можно тоже работать. Почему нет? Выездной массаж. Массаж у клиента дома работает. Работает, но больше работает у девочек, потому что не каждый человек мужика с массажным столом пустит к себе домой. Девочки, знаю, что успешно ездят. Ну, такая работа тоже, потому что потаскай массажный стол, даже раскладной, маленький, он все равно тяжелый. И это затрата времени на дорогу, и лучше все-таки оптимальнее работать где-то в кабинете, в салоне, в студии массажа. И желательно, чтобы она недалеко от дома была, чтобы у вас не тратили вы много времени на дорогу. Ну и если работаете на выезд, то, естественно, прайс должен быть соответствующий. Он должен оправдывать ваши поездки, затрату времени на дорогу, потому что вы час или полтора делаете массаж, и еще можете час потратить на дорогу. В итоге 2,5 часа вашего времени. Правильно работать телом во время массажа. Да, все верно. Так, выездной массаж работает вполне, но постоянных клиенток сама не делаю, так как, ну, коллеги говорят. Вот, выездной массаж хорошо работает у женщин с маленькими детьми, вот сразу вам точно скажу. Поэтому, если будете себе такие, если у себя услуги такие будете предлагать, то подумайте, где потенциально можно найти женщин с маленькими детьми, потому что маленького ребенка не оставить, а массаж им тоже нужен, женщинам, потому что они, во-первых, на руках таскают детей, и вся эта нагрузка на спину, купают, когда тоже стоят в такой статической позе. В общем, им массаж обязательно нужен. Поэтому подумайте, где мамочки с маленькими детьми, если вы работаете на выезд, если вы еще и женщина. Ну, мужикам тоже можно, но я больше все-таки за то, чтобы на выезд женщины работали. Вот. И непосредственно подумайте, где есть женщины с маленькими детьми, в каких они чатах, в каких они соцсетях и так далее. И вот туда предлагайте свои услуги. Потому что маленького ребенка ввести с собой на массаж неудобно, а женщине массаж нужен. Ей проще встретить у себя дома массажиста. Ну и вообще сейчас такое время, что из дома выходить неохота. Сейчас еще и зима наступает. Лучше заказать курьера, заказать продукты домой, ну и заказать массаж домой тоже супер, тоже классно. А что делать, если я гиперуверен? Это плохо? Да почему? Нет. Ну, надо подумать, почему вы гиперуверены. Может, вы просто таким образом какую-то прячете, наоборот, неуверенность в себе. Обычно человек, если уверен в себе, он ровненько. А если он гиперуверен, то он, скорее всего, этой гиперуверенностью какую-то свою неуверенность, наоборот, страхи маскирует. Агрессивный, то есть такой сильный, я крутой, а внутри, скорее всего, может, какой-то страх живет. Подумайте, может быть, это вот там ваша гиперуверенность вот в этом во всем прячется.
Руки, если холодные, один преподаватель посоветовал горячие камни. Ну, пожалуйста, конечно. Сколько человек лучше брать в день, чтобы делать качественно? От 3 до 5. 3 вообще качественно сделайте. 5 уже, скорее всего, с усталостью. Но 3 человека самый кайф. Николай, как вы выясняете у клиента противопоказания к массажу? Вопросами. Дмитрий, хорошо. Вопросы задаете человеку по противопоказаниям и все. Либо осматриваете при личном осмотре. Можно обратить внимание на некоторые изменения, те же какие-то новые образования, липомы и так далее. Температура тела. Надо отдельную встречу про ответные реакции. Это работает больше, чем часовой массаж. Испытала это лично на себе. Рабочая методика. Да, Юля, мне кажется, и этим иногда спугиваю людей. Ну вот, скорее всего. Так, тут ссылочка на предсписок. Ребята, кто еще не попал туда, забегайте. Предсписок — это то, что, о чем, ну, вы посмотрите программу, посмотрите описание. Это ничему не обязывает вас, ничего вам навязывать никто не будет. Просто для себя, может, сделайте выбор, может быть, в правильную сторону. Может быть, она вам поможет попасть в курс, попасть в окружение людей, которые стремятся, которые делают, используют определенную технологию, наработанную. И это будет мотивировать вас развиваться, потому что вот так вот работать на дому несколько лет или работать в одном кабинете несколько лет, постоянно мучиться, привлекать клиентов и работать за один и тот же прайс — это не развитие в массаже. Человеку постоянно нужно расти, постоянно нужно чего-то нового, улучшения, потому что улучшение жизни абсолютно точно идет через улучшение его работы. Чем лучше он работает, чем эффективнее он работает, тем больше он тратит энергию ту же, получает фидбэк больше. То есть вас это будет заряжать. А у нас там собирается компания очень целеустремленных людей, и они все массажисты. Потому что курс именно для массажистов. И мы будем с 24 сентября просто жечь там, создавать очень крутую систему, которая будет привлекать клиентов и генерить клиентов постоянных. И по этим постоянным клиентам мы сможем потом работать и набирать себе клиентскую базу. Набрав клиентскую базу, не мучаешься потом. Они сами пишут, сами звонят. Поэтому подумайте. Предсписок, ссылочка в комментах. Кто ваш клиент, никуда не уйдет, Дмитрий. Ну, тут не поспоришь. Правильно ли сначала установить намеренно заниженный прайс для привлечения, а через месяц-два его повысить? Не очень правильно. Заниженный прайс люди не будут платить за то же самое в 2 раза дороже. Это, наоборот, создаст некоторый негатив и отпугнет. Лучше создать тот прайс, который вам будет комфортно работать. Ну, может, невысокий, чуть-чуть ниже, чем, допустим, вы себе можете позволить, а потом уже повысить его. Но занижать прайс смысла нет, потому что прайс — это как раз и определяет ваших постоянных клиентов. Ваш постоянный клиент будет ходить только тогда, когда вы попадаете в его все моменты. То есть вы даете ему то, сколько он за это платит. Он заплатил 2000, а получил массаж на 500 рублей. Будет он ходить? Конечно, нет. Вот, поэтому здесь вот момент правильной установки прайсов в правильном регионе, это тоже все мы будем с вами разбирать. Потому что заниженный прайс, он будет собирать вам клиентскую базу из тех, кто ходит по заниженному прайсу. А когда вы прайс повысите, вам придется снова клиентскую базу набирать. И эффекта от этого не будет. Нужно клиентскую базу собирать именно на тот прайс, который у вас есть. Идем дальше. Сколько сеансов в день вы советуете делать, чтобы не выгорать, не повредить здоровье? Я уже говорил, от 3 до 5 сеансов. 3 сделайте отлично. Любых массажев 3 будет супер. 5 тоже. В зависимости от вашей физической формы, в зависимости от вашей психологии, потому что, ну, представьте, вы 5 часов стоите над человеком в одном месте. Если вам комфортно будет, делайте. По-разному. От вашей физической формы и от вашей психологической устойчивости будет зависеть. Что брать с собой на выезд? Минимум стол обязательно брать или можно на полу делать? Лучше брать стол, конечно. На полу вы точно повредите свое здоровье. Это не экологично для массажиста. На полу, на кровати, на диване — это все не массаж, это мучение.
Вот. Некоторые люди, кто постоянно вызывает массажиста на дом, сами покупают кушетку. Поэтому если вы человек платежеспособный, вы ему можете порекомендовать: приобретите кушетку, она стоит там 8 тысяч, 10 тысяч, но зато это хорошая инвестиция, это как мебель, да, на которой вы будете лежать, и человек приезжает без мучения, делает вам массаж. Такие есть истории, когда люди для себя, для дома покупают кушетки, чтобы массажист приезжал и делал на их кушетке. Вот. А если грыжи и протрузия, что дальше? Не делать массаж? А если грыжи и протрузии? Конечно, это в первую очередь показания к массажу. И грыжи и протрузии только в острой форме противопоказания к массажу. Если у человека острая боль, если у человека радиация в конечности, нога не имеет, там еще какие-то симптомы, то, конечно, здесь нужно идти к врачу, идти на обследование, делать МРТ и так далее. Но если у человека грыжа и протрузия, которая там год назад была острая, да, а сейчас она у него побаливает, но не дает такой симптоматики сильной, то это прямое показание к массажу. Делаете. И, естественно, с массажем при грыже и протрузии нужно давать еще и какую-то ЛФК, гимнастику, потому что массаж средний поверхностный слой мышц задействует. А чтобы глубокие мышцы позвоночника достать, это нужно делать упражнения, делать гимнастику, плавать, ходить, бегать и так далее. А, Грыжи и протрузии не являются противопоказанием, ну и смотреть по клиенту. Если он тревожный, то лучше отказаться, иначе вас потом сделают виноватой. Ну, Ну, тут важный момент, нужно еще предупредить, особенно вот с людьми, которые тревожные вот такие, которые опасаются вас, да, а будет ли все нормально. Обязательно предупреждайте на первых сеансах массажа, что после массажа может обостриться и заболеть, потому что это естественная реакция на массаж. Это даже хорошо, когда у человека есть небольшое обострение после массажа, когда боль усилилась, и непосредственно человек э, значит, массаж сработал, значит, есть эффект от массажа. А если ничего не меняется, то это плохо. Если не становится ни лучше, ни хуже после массажа, значит, что-то не туда, не то лечите. Как контролировать время массажа, часы ставить напротив? Ну да, часы поставить к изголовью, чтобы смотреть с любой точки кушетки можно было на них. Если поставите где-то сзади или на стенку сзади повешаете, будет неудобно поворачиваться на них. Но часы – это первое, на что обращаем внимание, когда начинаем делать массаж, потому что дозировка массажа часами, временем. Одна единица массажа на 10 минут. Поэтому прикоснулись к человеку, посмотрели на часики и начали делать массаж. Отработали зону, перешли на другую. И постоянно часы у нас на виду. В вашей школе массажа вы делаете липолистический массаж как альтернативу липосакции, пластик, гармонизации жировых отложений, работаете так? Нет, мы делаем антицеллюлитный массаж, липолитический. Ну, это все коммерческие названия, там отличие этих всех массажей незначительное в технике. Антицеллюлитный массаж – это один из самых коммерческих массажей. То есть вот этих всех названий, авторских методик сейчас очень много, но по сути принцип-то он один и тот же. Принцип в том, что улучшить эластичность кожи и создать лимфодренаж. Все. Что вы там делаете? Жир меньше не становится от того, что вы его давите. Для того, чтобы жира стало меньше, нужно, чтобы организм получал меньше калорий, тратил больше. Только так происходит. а, Только так можно достигнуть эффекта. У меня электронные часы крупные. Да, электронные часы крупные. К Xiaomi есть такие квадратненькие, беленькие. На них еще температура и влажность показывают. Очень классные. Есть на Валбересе, на Озоне. Там стоят недорого. Я такие себе поставил. Мне очень удобно. Их видно издалека. В любую погоду. И когда светло в кабинете, когда темно в кабинете. Ну, когда часы вообще я не понимаю, как можно без часов. Часы – это обязательное требование к массажному кабинету. Смотрите, у нас тема сегодня социальные сети. А тут у нас пошли с какими болезнями спины суставов у массажиста нельзя заниматься этой деятельностью, как защитить корсеты. Корсеты не советую, какие-то препараты, БАДы для профилактики болезней суставов рекомендую. Другая у нас тема сегодня. У нас тема сегодня социальные сети. Эфир длинным не планировался. У нас с вами планировалось на час. Мы уже чуть задержались, потому что увлеклись вопросами. Очень интересно с вами общаться. Но
Тема у нас сегодня социальные сети массажиста, поэтому давайте все-таки к ней вернемся и поговорим еще о социальных сетях. А, По поводу как массаж при каких заболеваниях делать или при каких не делать, мы, может быть, отдельным эфир сделаем, поговорим уже о техниках массажа, поговорим самой сути массажа. Но сегодня у нас тема социальных сетей. И я вам обещал в начале эфира, что дам вам очень классный инструмент по написанию постов для социальных сетей. И этот инструмент называется, это нейросеть, которая называется нейротекстер. Вот так выглядит. В описании к этому эфиру есть также ссылочка. Вы пока не переходите по ней. Я вам сейчас расскажу, как этим пользоваться. Это нейросеть. Стоит, там есть платные, чтобы у вас были нейротокены, чтобы она работала. Я их не рекламирую, я просто для себя ее не так давно открыл, случайно абсолютно наткнулся, и она мне очень классно помогает в работе. Что она делает? Она умеет писать посты для соцсетей. Она умеет делать описание ваших товаров, то есть вас, как массажиста, может сделать описание для вас. Она делает контент-план, рекламные тексты, креативные названия. Она даже, не поверите, даже песни умеет писать, но песни она пишет ужасно. А вот посты для соцсетей даже хэштеги подставляет. Вы просто попробуйте чуть позже перейти по этой ссылке, зарегистрируйтесь и зайдите в «Сгенерировать текст», зайдите в контент-план, напишите там, не знаю, посты для массажиста, и она вам создаст несколько вариантов контент-плана для того, о чем вам писать массажист, ну, о чем вам писать как массажисту в социальных сетях. После, там ниже можно увидеть и непосредственно само. Пост для соцсетей. Вы нажимаете, пишите только тему. Нажимаете «Сгенерировать текст», и она генерирует вам текст. Вот так вот это работает. Поэтому попробуйте. Очень классный инструмент. Конечно, она пишет с определенными ошибками, но подредактировать можно. Ну и обязательно для социальных сетей используйте хороший визуал, фотографии и видео. Вообще, тема видео, да, почему вот на Ютубе у меня так много подписчиков? Почему вообще массаж так хорошо смотрят люди? Потому что это визуально интересно, визуально приятно и красиво. То есть массаж – это очень эстетическая процедура. И поэтому, если вы ведете соцсети, то массаж, о нем не нужно говорить много. Вы лучше покажите, то есть снимайте видео, как вы делаете массаж, снимайте фотографии, как вы делаете массаж. Это все эстетически приятно нашему зрению, нашему глазу. Вот. Ну, конечно, может, на начальном этапе получаться будет не очень, но со временем потихонечку научитесь. И, может, какие-то даже пройти мастер-классы по съемке видео. На самом деле, это все сейчас, этого всего сейчас много и очень много бесплатной информации по съемке, по фотографии и так далее. Но это обязательно нужно освоить после того, как вы научились делать массаж. Научитесь фотографировать и снимать на видео массаж. Снимайте видюшки, потому что видео очень приятно, интересно смотреть. Массаж привлекает внимание. Ну, во-первых, людей привлекает нагота, но, во-вторых, сама эстетика. Смотреть массаж – это даже немножко так успокаивает. Поэтому, когда ведете соцсети, обязательно выкладывайте то, что делаете. Не стесняйтесь этого. Наше тело, ну, наготы стесняться нет смысла. Я тоже у себя переборол этот момент психологически, что ну вот как, я же выкладываю голые тела, там, ну как-то это неприлично, это некрасиво. Но потом понял, что как наше тело может быть некрасивым, если оно естественно. Поэтому сейчас меня этот вопрос не волнует, не парит. Я выкладываю видюшки с голыми телами, и ничего страшного в этом нет. Но это привлекает людей. Это привлекает внимание, хорошие дает интерес. Вот кто-то задавал вопрос, а как вот вести соцсети, чтобы людям было интересно смотреть. Ну, покажите им, как вы делаете массаж, покажите это красиво, снимите на видео, сфотографируйте, и вот будет у них интерес. Ну, они же сделайте описание через вот этот нейротекстер, допустим, там обо всем. Плюс она, мне кажется, эта нейросеть сейчас обучается, и она в дальнейшем, если вы будете постоянные запросы про массаж ей давать, она будет непосредственно вам еще лучше делать посты.
касаемо массажа. Дальше. Текст она делает уникальный. Да, она делает текст уникальный, в том-то и прикол, что она делает уникальный текст с запятыми, с точками, с абзацами, даже хэштеги и эмодзи подставляет. И это очень супер крутой инструмент. Это прям секрет, который я никому не рассказывал до сегодняшнего дня. Но вот вам рассказываю. Поэтому попробуйте, там, посмотрите, как зарегистрироваться, там несложно с электронной почтой. Там бесплатно дается эти нейротокены, потом можно закинуть. Вот я закидываю 300 рублей, 299 рублей, и хватает на месяц этих нейротокенов, чтобы писать посты, писать названия, описания и так далее. Вот описание для видео на YouTube я тоже не мучаюсь, я делаю через эту нейросеть, потому что в YouTube обязательное условие, чтобы видео лучше продвигалось, нужно сделать ему уникальное описание. А он делает уникальное описание, этот нейротекстер. И он лучше, чем чат GPT работает. Вот чат GPT есть, чат-бот на русском языке. Он пишет не очень хорошо посты, а вот этот нейротекстер, он прям для соцсетей в самый раз. И стоит недорого. Говорю, 300 рублей и все. Никакого SMM-менеджера вам не надо. Как самим сделать фото и видео? Ну, практиковать, как и массаж. Чтобы лучше делать фото, нужно их выкладывать, смотреть, как другие фотографируют, и все практиковаться. Фотографируйте, снимайте видюшки. Телефон, сейчас любой телефон снимает хорошо видео. Штативы и прочие вещи есть на Авито, есть на Озоне, и это все можно купить за копейки. Снимайте, делайте. Ну, массажист, он такой. Если вы самостоятельно работаете, вы должны уметь все делать. И массаж делать, и расписание вести, и клиентскую базу вести, постоянных клиентов, превращать людей в постоянных клиентов, еще и фотки делать уметь обязательно нужно. Ну, фотки сейчас абсолютно, это, мне кажется, скоро будет обязательное условие уметь фотографировать, снимать видео. На фото и видео модель пригласить. Мне коллега посоветовала, буду пробовать. На фото и видео лучше модель пригласить. Да, на самом деле не обязательно модели приглашать. Приглашайте того, кого легко пригласить, потому что съемка видео, вот касаемо да, массажа, вот я тоже снимаю видеоуроки, самое сложное это договориться о времени, о месте и чтобы модель пришла, потому что очень часто бывает, люди начинают там стесняться, вот их покажут на большую аудиторию и так далее. И не всем это нравится, что на них будут смотреть на голых. Мне вот пишут часто, что вот вы делаете всем стройненьким, красивых моделей выбираете, а возьмите какого-нибудь большого, крупного человека и на нем сделайте видео, и вот тогда мы посмотрим, как вы помучаетесь сделать массаж. Но даже стройные, красивые люди стесняются камеры, не говоря уже о крупных, больших. Хотя есть такие, кто крупные, большие, которые не стесняются, а есть те, кто стройненькие, стесняются. Старайтесь идти туда, где вы точно сделаете. Вот. С повышенным давлением можно делать массаж? Ну, тут понятное дело, что нет. Либо люди, кто страдает гипертонией, делать сидя. Ну и опять же, чтобы они себя нормально чувствовали, давление у них было в норме. Высокое давление– это противопоказание прямое к массажу. Делать массаж нельзя. Модель приглашала для фотосъемки, прям самой понравилось. Ну вот, ответ на вопрос. Потратьте немножко денег, немножко времени, сделайте фотосессию, поснимайте видео, займет пару часов, но у вас зато потом будет фоток, видео на целый месяц или даже полгода. Вот. Ну и соцсети– это картинка в первую очередь. То есть люди, когда выбирают вас где-то в соцсетях, смотрят посты, они не покупают ваш массаж, не смотрят картинку и ее выбирают. Вот. В общем, ребят, еще раз, а, прямой эфир этот в поддержку моей новой программы для массажистов, для того, чтобы у моих учеников, у ребят была возможность работать, зарабатывать, иметь клиентов и делать этот мир лучше. Поэтому по ссылке в описании есть предсписок. Для того, чтобы в него попасть, вам нужно по ней просто кликнуть. Ни к чему это не обязывает. Буду очень признателен, если вы все-таки присоединитесь ко мне, и мы будем с вами вместе завоевывать этот мир. Ну, в общем, да, кстати, вот в комментариях тоже эта ссылочка есть. Можете тапнуть по ней, кликнуть. Эфир мы будем заканчивать. Я надеюсь, что с большинством из вас мы увидимся уже в Телеграме и дальше будем взаимодействовать. Ну, а старт программы 24 сентября. Всех благодарю за внимание, всем был рад. Спасибо за ваши классные вопросы. Вы супер
Просто вы супер крутые. Я вам очень сильно благодарен. Всех вас обнимаю. Я получил огромный заряд энергии, хоть немножко вначале и волновался, когда только что не часто выхожу в прямой эфир, но когда только начали, я немного волновался, и, может, начало получилось немножко таким сумбурным. Но правда, вы меня прям зарядили. Я вот сейчас чувствую такой прилив энергии. Хочется еще больше делать, больше стараться и максимально вкладываться в то, что я делаю. Спасибо вам и до встречи в Телеграме, до встречи на Ютубе в видеороликах, до встречи, может быть, в следующем эфире, который пока не могу сказать, когда будет и на какую тему. Спасибо, спасибо. Всем хорошего вечера и завтра хорошее начало недели. Ничего не бойтесь, только вперед.